С возвращением охотники за привидениями. Разработчики Phasmophobia наконец-то вышли на связь и сообщили нам пару приятных новостей. Вступая в 2024 год, начинается новый этап и новая дорожная карта развития игры. Вы можете заметить несколько изменений на новой дорожной карте. Если ранее вы ее не видели, можете поставить видео на паузу и внимательно посмотреть, что планируется в игре. Это будут новые функции, карты, мелкие обновления, и они будут выпущены сразу же, как только они будут готовы, без необходимости ждать крупного обновления. Также вы можете заметить, что Horror 2.0 станет важным этапом для игры и тем, что выведет нас из раннего доступа. Это, конечно, не означает прекращение разработки игры. Разработчики обещают все равно добавлять новое оборудование, призраков и новые локации. Как многие из вас знают, выпуск версии для консоли в декабре был отложен по нескольким причинам. Разработчики говорят, что все еще усердно работают над тем, чтобы предоставить выпуск версии игрокам на консолях, и он появится, как только будет готов. С другой стороны, задержка приводит к дополнительным изменениям для новых игроков на консолях сразу же с первого дня. К ним относятся улучшенное взаимодействие с магазином, предстоящие корректировки прогрессии и уровней оборудования, а также небольшие изменения баланса. Все это обеспечит игрокам на консолях наилучший опыт сразу после получения игры, вместо того, чтобы значительные части геймплея и прогресса менялись через некоторое время после релиза, как планировалось изначально. Кроме того, когда игра выйдет, игроки на консолях получат игру, которая выглядит и работает лучше, чем на ПК на данный момент. Они планируют внедрить большое количество оптимизаций во всех областях, что позволит им поддержать графическое качество игры. Мне сначала показать Phasmophobia на консоль. в 4К, а потом заставить купить их маленькие школьники. Я хотеть расслабиться, Многие заядлые охотники за привидениями уже расшифровали подсказки еще в прошлом году, находя руны на разных картах, и наконец, разработчики решили нам показать, как выглядит новая локация. Изначально разработчики планировали добавить маяк гораздо раньше, но подумали, что карта слишком сырая, и решили потратить еще больше времени, чтобы сделать эту карту особенной и уникальной. Point Hope не только новый дизайн интерфейса, но и совершенно другой игровой процесс, напоминающий кемпинг, поскольку это маяк. Комнаты здесь круглые и занимают весь этаж. Это позволяет создать несколько мест для мансов и расположить укрытие близко или далеко от лестниц, заставляя игроков быстро решать, как избежать зловещего призрака. На изображении сейчас техническая комната, так как она расположена на верхнем этаже маяка и довольно узкая, по сравнению с жилой комнатой внизу. Замкнутое пространство позволяет делать эту комнату призраков особенно интимной, не предоставляя возможность отдохнуть без подъема по лестнице. Далее располагается основная ванная комната, которую новые владельцы маяка уже начали ремонтировать. Но не все работы были завершены. Центральная ванная с деревянным переговорчатым экраном – отличное место для расследований, а у призрака есть множество рулонов туалетной бумаги, чтобы кидаться ими. Разработчики вспомнили про свои однообразные фермы и наконец решили их переделать и переработать. Хоть они и считают их хорошими локациями, но все же согласились с игроками, что карты очень похожи друг на друга и нет какой-то изюминки. Оба фермерских дома пройдут перепланировку с акцентом на создание более подлинной атмосферы каждого дома. Это подразумевает уменьшение количества спален, ванных, а также увеличение числа помещений для семейного проживания. Например, Графтон, более маленькая ферма, видела лучшие дни в новом дизайне. Она будет выглядеть как обрушенное здание со сломанной мебелью и покрыто простынями, словно готово к упаковке для новых жильцов. А пыль и паутина встречаются в каждом уголке этого здания. Двухместная спальня была преобразована в большую мастерскую портного, полную старых манекенов, рулонов ткани и материй. Также чертежей, разбросанных по полу, множество вешалок с одеждой, рассыпанных и по полу, создает отличные места для пряток и место для заколачивания призраков. А кто боится манекенов, просто лучше не смотрите им в глаза. На Blood Sale все будет наоборот. Из громадного здания разработчики решили придать ему форму великолепного особняка, каким он когда-то был. Комнаты будут богато украшены и наполнены статуями и дорогими вещами. Некоторые из комнат были переделаны. Одна спальня превратилась в комнату коллекционера, заполненную редкими предметами из его путешествий, оружием, культурными безделушками и памятными вещами в стеклянных витринах. Другая спальня теперь служит чайной комнатой жены, украшенной салфетками, тарелками с милыми животными и множеством розовых цветов. И наконец, тот самый скучный чердак подвергся капитальному ремонту. Лестница была перемещена, а само помещение будет разделено на две части. Первая половина – это чердачное хранилище, до отказа забитое едва устоявшимися коробками, старой мебелью и пыльными воспоминаниями. То есть, скорее всего, как и раньше. Ну а во второй половине поселилась внучка супругов. Девочка, которая любит неизведанное. Ее самодельная спальня завалена волшебными вещами, подозрительными призрачными книгами и ловцами снов.
Что первое выйдет из обновлений? Первое обновление из дорожной карты появится на следующей неделе, когда закончится ивент зимних каникул. Оно будет включать изменения освещения, новые настройки адаптации для глаз, и глобальное освещение снова будет изменено в игре. Это все, что нам сообщают на сегодняшний день разработчики. И помните, что любая информация и изображение находятся еще на стадии разработки и могут сильно измениться перед выходом обновления. А с вами был Краст, подписывайтесь на канал, и что вы думаете об новом обновлении? Стоило ли менять старые карты? Пишите ваше мнение в комментариях. Всем до новых встреч!